Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такая машина контактной сварки. Машина универсальная, так как она снимается со станины, и можно этой сваркой работать как сварочными клещами, сварка с рук. Вот. Заказчик у нас это Дмитрий, и поедет у нас этот заказ в город Самара. Дмитрий заказывал нам этот аппарат для сварки нержавейки, точнее сказать, это ремонта стиральных машин, то есть ремонт барабанов стиральных машин из нержавейки. Так как они пытались найти где-то, где их могут отремонтировать, эти барабаны из нержавейки, ничего у них не получилось, и решили вот они заказать данный аппарат и ремонтировать их самим. Вот, вылет клещей у нас составляет 400 миллиметров. Электрод заточен под карандаш классическим способом. Вот, высота электрода 90 миллиметров, как верхнего, так и нижнего. Так, что еще? Нижний вылет, сейчас мы их усиливаем. Ранее были не усилены, сейчас мы их начинаем усиливать. Все для того, чтобы меньше прогибался нижний вылет. Так, мощность аппарата у нас 4200 ампер, 5 вольт на выходе. Аппарат у нас, как и все наши универсальные машины контактной сварки, выполнены с прижимным механизмом. Рукой прижимаем, и клещи смыкаются. Как я уже говорил, они могут работать как ручные клещи. Под большой палец выведена кнопка. Рукоятка для удобства переноски или держать во время сварки с рук. Так, что у нас тут еще? Это у нас на передней панели располагается электронный термометр. Термометр электронный позволяет контролировать перегрев температуры, то есть это трансформатор первичной обмотки и контроллера. Так, давайте сразу, наверное, включим и наглядно будем смотреть. По поводу подключения. Подключать желательно его, этот аппарат, к сети 220 вольт проводом 6 квадратных миллиметров, 3 на 6. То есть используется обязательно заземляющий контакт. Если у вас нет заземления, то проводите, так как корпус сварочного аппарата он заземлен. Это для безопасности. Так, подключать его также желательно к розетке. То есть в комплекте у него будут автоматы идти с коробкой автоматов. Вот, и подключать желательно его тоже правильно. То есть фаза 0,0 и заземление. Вот, не перепутать. Так как фаза размыкается контроллером, вот, а 0 напрямую идет на трансформатор. Вот, здесь у нас в комплекте также будет такая вилочка для подключения к обычной бытовой сети 220 вольт. На вилочке здесь также у нас указано маркером. Вот мы видим N, это нейтраль, и L, это линия. Вот, и подключать точно так же в розетке. Определить, где у вас фаза и 0, туда и подключать. Вот, я нарисовал тоже фломастером, маркером L и N, также и подключаем. Вот. К обычной розетке также можно подключать, работать какое-то непродолжительное время тоже можно. Вот. Здесь вот я проверяю сейчас в данный момент в доме, да, в квартире. В розетке у нас 2,5 квадрата провод, вот, медный провод, и поэтому все нормально, все работает. Сразу скажу, что автомат от обычной электросети бытовой, от розетки, да, то есть 16 ампер, он не выбивает этот аппарат. Вот, он рассчитан только на то, чтобы сохранить свой провод, который идет в стене, этот автомат, который в щитке находится. Вот, если только он будет перегреваться до критических значений, тогда он выбьет, либо выбьет от короткого замыкания. Вот и все. Поэтому от работы аппарата он не выбьет, этот аппарат, автомат.
Вот. Аппарат мощностью 65 ампер потребление, 220 вольт, 65 ампер. Это 15 киловатт. Вот. Работает он в режиме очень коротком, то есть короткими импульсами, поэтому сильного перегревания в проводах все равно нет в проводке, вот, поэтому он быстро не выбивает автомат. Так, давайте включим его на задней панели. На задней панели включаем автомат включения. Заработали кулеры охлаждения. Кулеры охлаждают наш трансформатор постоянно и контроллер. Вот. И тем самым не дают ему сильно перегреваться. Также на задней панели у нас есть выход на педаль, разъем, и выход на 220 вольт подключение. По бокам имеются вентиляционные решетки, и спереди тоже. Спереди вентиляционные решетки, они позволяют обдувать еще дополнительно и наши электроды медные, и кабеля, которые идут к электродам. Так, что мы видим? На электронном термометре у нас показывает двойные показания. Верхняя 26,9 это трансформатор, первичная обмотка, и нижняя 27,9 это у нас контроллер. Вот. То есть два датчика установлены. Вот, не перегревайте. Защита стоит установлена на 70 градусов. Вот, как только 70 градусов достигает, контроллер отключается, и варить уже невозможно будет, пока не остынет градусов на 10, на 15. Вот. Но как только он отключится, кулеры не отключаются. Кулеры постоянно продолжают остужать наш трансформатор. Вот. Имейте в виду то, что, как вы видите, если подбирается температура здесь уже на контроллере или на трансформаторе где-то уже 50, ближе к 60, то лучше уже остановиться и не продолжать сварку. Нужно немного дать ему остыть. Вот. Ну а вообще режим сварочного оборудования контактной сварки это 10 минут. В эти 10 минут входит это 7 минут отдых, 3 минуты работы. 7 минут отдых, 3 минуты работы. Если вы тоненькими металлами свариваете, да, работаете, не очень толстые, вы видите то, что у вас аппарат не перегревается, вы можете увеличить работу, например, до 5 минут. 5 минут работы, 5 минут отдых, 5 минут работы, 5 минут отдых. Если у вас работы не очень много, вы можете эту работу сделать, грубо говоря, за 15 минут, а потом у вас аппарат будет отдыхать там какое-то время, да, минут 15, 20, 30, там он уже тупо охлаждается кулерами, и вы не работаете. Вот. То есть смотрите уже по своей работе и по показаниям термометра. Также под термометром находится тумблер переключения автомат. Это по заданным параметрам контроллера варить. И вниз переключаете второе положение, это ручная выдержка. То есть, когда вы варите, нажимаете на педаль и держите столько, сколько вам нужно проварить. Да? То есть 2, 3, 4, 5 секунд. Это ручная выдержка. На ручной выдержке идет уже контроллер не работает. То есть он будет работать у вас на ручной выдержке на все 100%. Вот, и держите уже столько времени, сколько вам нужно. Это может быть какие-то толстые металлы нужно вам проварить, либо прогреть что-то. Вот. И нейтральное положение в середине. Работать будет не то, не то. Так, на этой стороне у нас располагается контроллер. Также у нас есть экранчик, на котором мы наглядно видим показания, которые мы подстраиваем. Мощность мы регулируем от 20% и до 100%. И время у нас идет от 1 периода до 99. Это один период 20 миллисекунд. 50 периодов это 1 секунда. Вот таким вот образом считать. Вот. 50 периодов это 1 секунда. 99 периодов это 2 секунды. То есть контроллер до 2 секунд. Очень градация тонкая, подбирается нужные параметры очень легко. Вот, поэтому с этим контроллером хочу заметить то, что вы можете этим аппаратом варить даже литий-ионовые аккумуляторы. То есть подключаете откручиваете гайки, подключаете сюда клеммы с проводами. Вот, и на концах проводов
Идут у нас там такие вот тоненькие медные стержни можно использовать, да, для сварки литий-ионных аккумуляторов. Вот, никелевой лентой. То есть на контроллере можно выставлять мощность очень маленькую и время тоже очень маленькое. И поэтому для того, чтобы лента никелевая не прожглась. То есть я это уже пробовал. Все это дело работает и варит отлично. Так, далее, что хочу заметить по педали. Педаль настраивается у нас степень прижатия вот этой регулировочкой. Вот, она очень тонко настраивается, буквально там полоборотика, да, или оборот, или там 1/4 оборота. Вот, то есть степень прижатия тоже нужно будет регулировать по тому металлу, который вы варите. Если вы работаете постоянно с плоским металлом, да, 1 мм плюс 1 мм, грубо говоря, вы этот талреп регулировочку отрегулировали постоянно, туда лезть тоже как бы не надо. Вот. Если только вдруг у вас будут стачиваться со временем медные электроды, тогда степень прижатия тоже нужно будет подкорректировать. Вот и все. Стираются они особо не очень быстро, эти электроды. Тем более, если варить нержавейку, а не оцинковку. От оцинковки сильный нагар идет черный. Вот, и от черного нагара бывает контакт плохой и не проходит ток. Поэтому приходится зачищать чаще. Когда нержавейку варите, там немного уже попроще, металл чистый и нагар идет меньше. Вот, придется только зачищать, если только делать точку определенную толщины. Вот, если вам надо там 2 миллиметра пятно свариваемое, поэтому и уже зачищаете наждачкой. Вот. Итак, как регулировать степень прижатия? То есть вы ставите сюда на нижний электрод металлическую заготовку, какие вы толщины варите, да? Прижимаете, нажимаете на педаль. Вот, на педаль вы нажимаете, и как только у вас пружина компенсационная, вот в этом месте она находится, между витками, буквально там расстояние 1 миллиметр. И как только между витками пространство пропадает, полностью эта пружина сжимается, когда вы нажали, да, заготовки прижались, пружина полностью сжалась, вот, и педаль до конца, до пола еще не дошла. То есть на конце педали стоит микрик. То есть педаль вы дожимаете до пола. Как только пружина полностью сомкнулась, и педаль вы дожимаете до пола, чтобы микрик достал до пола и сработала кнопка. Вот таким вот образом. Вот, слышно ее срабатывает. Вот, это таким вот образом регулируется степень прижатия. Пробуйте, да, то есть как у вас происходит сварка. Если вы нажали, да, и сварка произошла, и искры очень сильно сыпятся от точки сварочной, значит степень прижатия слабоватая. Нужно чуть-чуть талреп еще подкрутить степень прижатия, то есть посильнее прижать. Вот. Тоже крутить уже сильно уже после этого не нужно. Буквально там сколько? 1/4 поворота, да, вот этого талрепа, да, регулировки, 1/4 оборота. Это уже много, поэтому нужно прям чуть-чуть подкрутить. Вот, подкручиваете и потом опять пробуете, опять же заготовки ставите, какие вы варите, толщины металла. Потому что металл бывает варят сначала одной толщины, а потом нужно кому-то там проволоки какие-то приварить. Поэтому если будете проволоки приваривать, там уже толщина проволок уже другая, не 1 плюс 1 мм, например, а 4 плюс 4 мм. Толщина уже другая, и талреп нужно будет немного ослабить, чуть-чуть, потому что толщина уже изменилась. Вот. Поэтому нужно будет менять. Вот таким вот образом меняется, подбирается степень сжатия.
Вот. Если плохо прижимается, и сварочная точка будет получаться немного хуже. И искры будут вылетать, и точка будет немного хуже держаться. Потому что прижатие должно быть, сжатие между двух электродов должно быть нормальное. Вот. Искр будут меньше лететь, и свариваться она будет лучше. Ну, вы это уже заметите по, так скажем, после первой же точки. Одну-две точки поставили, посмотрели, подкрутили. То есть ничего сложного в этом нет. В принципе, по регулировке сжатия электродов, да, это все. По настройке контроллера тоже здесь в принципе ничего сложного нет. Вы пробуете приваривать какую-то деталь, грубо говоря, начинаете со 100%, оставляете 99%, и время, ну, там уже тоже смотрите. Если, например, миллиметр плюс миллиметр, там уже можете начинать где-то от 50. Вот. Если у вас это не устраивает и отверстие прожигается в металле, вот, нужно будет опять убавлять и время, грубо говоря, да, 45, там 40 ставить по времени периодов. И мощность можно также будет убавлять, там буквально до 70%, если миллиметр плюс миллиметр. Это смотрите уже по, так скажем, по своему металлу, который вы варите. И, то есть, настраиваете его методом проб и ошибок. Вот, в принципе, ничего тоже здесь сложного нет. Настраивается очень тонко и очень легко. Так, что еще по охлаждению? Здесь у нас на контроллере стоит семистр, управляет, который сварочным аппаратом, током. И на нем стоит радиатор алюминиевый, я поставил на термопасту. И стоит на нем защита от перегрева, термодатчик, который показывает температуру. Вот. Защита от перегрева также на 70 градусов рассчитана. И на него стоит отдельный кулер, то есть обдувается своим собственным кулером. То есть он здесь установлен на 3 кулера. Вот. В принципе, все. Сейчас мы поставим камеру на штатив и попробуем поприваривать этим аппаратом. Приваривать будем мы такие вот пластины. Нержавейки у меня не находится такое большое количество, чтобы вот можно было так скажем, пробовать на ней, да, на нержавейке и выкидывать ее потом. То есть у меня такого количества нержавейки нет. Вот, покупаю такие вот кнаусские пластины по 1 миллиметру. Вот, и на них пробую сварку. Пластины они по 1 миллиметру. Сваривать будем точки, ставить примерно около 40-50 точек сделаем. И потом уже посмотрим по нагреву, как он отреагировал аппарат, да, по нагреву, сколько он нагрелся. Вот, и в принципе все. Так, что у нас входит в комплект? Также у нас входит в комплект, это у нас, как я говорил, коробка с автоматами. Клемма заземления внутри также находится. Крепите ее на стене, где у вас будет стоять аппарат. И там и подключаете его к сети. То есть подключать обязательно 6 квадратных миллиметров, не меньше, чтобы он у вас работал корректно, так скажем. Мощность выдавала всю правильно, и провода у вас в розетке не нагревались в бытовой сети. Вот, поэтому подключать лучше 6 квадратных миллиметров провод. Вот, что еще по подключению. Если будете использовать длинные удлинители и тонкие удлинители, которые не рассчитаны под такие аппараты, мощность будет падать. Нужно опять это учитывать. Мощность ему из розетки не будет хватать, вытягивать тонким проводом, и он не будет работать корректно, то есть не будет нормально приваривать. Также, если у вас перепады напряжения, падает напряжение в розетке меньше 200 вольт, также он работать нормально не будет. То есть ему нужно стабильное 220 вольт и выше, да, 220-240 вольт. Тогда он будет работать адекватно, нормально, стабильно.
выдавать свои заданные мощности нормально будет. Вот. Так, что еще? И по подключению не менее 6,5 квадратов. 6 квадратных миллиметров. То есть 2,5 квадрата, как я вот подключать могу, но кратковременно. То есть постоянно, на постоянку работать на таких проводах нежелательно. Так, что еще у нас в комплекте идет? Это вот такая кнопка педаль проводная. Дополнительно ложу в комплект. Может быть, и вам пригодится. Потому что некоторые просят. Сейчас я ложу и в комплект всем. Потому что мало ли что, может быть, и вам когда-то пригодится. Так, защитные очки в комплекте, перчатки. Будете, когда распаковывать, собирать аппарат, угощаться будете. Так, это у нас крепление к полу, так как к бетонному, так и к деревянному. Абразив для зачистки электродов. И наша визиточка. Так, также в комплекте у нас есть это на полозьях прикручены регулировочные болты, то есть опора регулировочная по уровню. А на задних опорах, на задней части полозья у них находятся откатные опоры. То есть если взять вот так вот за нижний вылет, и можно куда-то там подвинуть, либо откатить по цеху. То есть это без проблем. Если в таком исполнении не нравится, то можете прикрепить его намертво к полу, чтобы он не болтался, не шатался там, да, и не упал случайно. Вот. Штатные крепления, отверстия, то есть все есть. Так, сейчас мы его поставим, камеру на штатив, и попробуем поприваривать. Так, сейчас мы будем приваривать вот эти две пластины кнауфские по 1 миллиметру. Держать их будем полосатижами, так скажем. Так, и чтобы не обжечь, так как металл нагревается от долгого, то есть будем ее ставить здесь больше 40 точек, поработаем где-то минут 5-6. Вот, и поэтому металл перегреется, лучше держать его пассатижами. Так, переводим контроллер на автоматический режим. Вот, выставляем на контроллере, сразу поставлю 70%, так как я уже знаю, что лучше варить на 70%, 1 плюс 1 миллиметр. И поставим, так, сколько мы поставим? Давайте поставим 10 периодов. Так, как я уже и говорил, ставим заготовку на нижний электрод, прижимаем его педалью, нажимаем, дожимая, происходит сварка. Вот таким вот образом. Точка получилась у нас без побежалостей. Вот таким вот образом выглядит точка. Сильного углубления кратера тоже нету. И искр тоже было мало. Так, ну все, продолжаем работать. Сделаем серию точек. Передвигать я их буду побыстрее переставлять. Так, между перфорацией искры вылетают. Это потому что попадаю близко к отверстиям. Так. Мощность и время выбрано просто нормально. И прижим тоже идет уже тоже хороший. И приварка, то есть искр идет минимально. В принципе, можно чуть-чуть подприбавить степень прижатия. Сейчас посмотрим, что изменится. Вот мы видим, искр еще меньше стало. То есть это нужно учитывать. Значительно искр меньше,
Искры не вылетают и не катятся вниз по полу расплавленным металлом. Так как прижатие слабое, из расплавленной ванны металл выплескивается, и искры летят по полу и катаются эти шарики. Вот, в данный момент этого не происходит, мы видим. И подкрутил я прям чуть-чуть. Все. И варим в спокойном режиме. Успеваем переставлять в нужное место электроды, нашу заготовку, чтобы не попасть близко к отверстиям. Это я прожег, это буквально прям край, поэтому искры высыпались. Так, далее продолжаем. Будем сваривать нашу заготовочку и смотреть за процессом. Камеру можно немного поближе поставить. Так, сейчас мы камеру поставим еще ближе. Да, вот таким вот образом будет лучше видно. Видим, что контроллер отрабатывает свои 10 периодов. Еще раз напомню, что 50 периодов это 1 секунда, а 10 периодов это даже в 2 раза меньше, чем секунда. Маленько ускорим процесс, так как уже приноровились. Фокус пропал. Так, восстановили мы свой фокус. Ну и напоследок сейчас еще сделаем несколько точек. Здесь порядка около 50 точек получается. Так, ну и все. Сделали мы порядка 50 точек. Поработали где-то минут 5-6 приблизительно. Вот такие точки получились. То есть отрывать эти пластины бесполезно и не имеет смысла, просто ее не оторвешь. Ну, я положу ее в пакетик, заверну вместе с аппаратом, и там, когда придет уже к вам аппарат, откройте, посмотрите, в руках повертите. Вот, то есть ее не оторвать ее, это факт. Так, что у нас по нагреву? Давайте посмотрим, что у нас с нагревом. Нагрев у нас показывает 39,5. Это примерно 40 градусов, да, это когда человек заболевает, там до 40 градусов доходит температура, вот примерно такая температура. Вот, контроллер у нас немножко поменьше нагрелся, вот, 32 градуса. Вот, и это тоже, в принципе, нормальные температуры. Поработали мы на нем, в принципе, неплохо. Температура сильно не перегрелась. Вот. Если работать в нормальных режимах, то и аппарат у вас прослужит долго и не будет у вас сильно перегреваться. И, так скажем, работать будет долго и адекватно. Вот. 1 + 1 мм у нас мы варили на 10 периодах.
видим на контроллере выставлено, да, и 70% мощности. То есть заявленная мощность здесь очень, то есть хватает этой мощности, чтобы работать адекватно, да, работать и чтобы аппарат сильно не перегревался. Вот, то есть здесь запас мощности просто нормальный, вот, так скажем. Регулируется очень все легко, варится тоже очень все отлично. Так, ну, на этом я, наверное, буду завершать обзор этого аппарата. Сейчас буду его паковать и отправлять транспортной компании ПЭК. Посмотрим, созвонимся с заказчиком. Возможно, может быть, он приедет сюда забирать его сам, так как живет недалеко от нас, Саратов. Самара это не так далеко, вот, поэтому, может быть, он приедет сам забирать. Так, кому понравился аппарат, ставим лайк. Кому не понравился, ставим дизлайк. Кого заинтересовал данный аппарат, можете звонить, заказывать. Номер телефона также я прикреплю здесь внизу под видео, в видеоролике. Звоните, пишите, WhatsApp, Viber, всем отвечаю. Вот, можете звонить, консультация бесплатна. Делаю аппараты с различным вылетом клещей, с различной длины электродов медных, то есть от маленьких электродов для того, чтобы можно засунуть трубу и обварить ее для дымоходов. Был такой даже заказ, варили глушители, то есть глушители, у них трубы не очень большие для грузовиков, и высота электрода была 30, по-моему, 5 миллиметров высота нижнего электрода. Вот. Вылет клещей тоже разный. Очень удобно работать с педалью. Также аппарат снимается у нас со станины, и можно работать как ручными клещами. Вот. Поэтому аппарат универсальный. При доставке он умещается вот в эту станину, полностью себе разбирается и помещается в эту станину. И занимает очень мало места. Может поместиться даже в легковом багажнике легкового автомобиля. Вот. При транспортировке, если транспортная компания отправляет, то он занимает меньше места на палете. И тем самым доставка становится как бы меньше от объема, нежели вот его отправлять полностью в собранном виде, если бы он был полностью сварная рама большая. Так, также у нас есть группа ВКонтакте, все ссылочки будут в описании под видео. Переходите, подписывайтесь, также все видео и фото наших аппаратов там есть. Можете зайти, посмотреть, подписаться обязательно на мой канал на YouTube. Вот. Что еще? Есть у нас резервные каналы, Рутюб, Яндекс.Дзен, Телеграм. Подписывайтесь туда тоже, потому что YouTube это американская платформа, и ее могут в России заблокировать, а русские наши платформы останутся как бы всегда у нас в России, и желательно туда подписаться тоже. Так, делаю также я еще на заказ. Это дымонагнетатели для дымогенератора холодного горячего копчения. Фото я сейчас вот прикладываю, выложу, да, в ролике. Кому интересно, можете также позвонить и заказать. Цена его на сегодняшний день 1400 рублей. Работает от 220 вольт. Турбинка используется не кулер, а обычная настоящая нормальная турбинка, которая нагнетает воздух очень сильно. Оборот у нее 7000 оборотов. Вот. Регулируются обороты тоже. То есть она с регулировкой оборотов. То есть очень легко регулировать потом поток дыма. Как эту дымонагнетатель сделать своими руками, также на моем канале есть. Можете зайти, подписаться на мой канал, посмотреть, как сделать дымонагнетатель своими руками. Также есть видеоролик, из чего лучше сделать дымонагнетатель. То есть я там тестирую различные кулеры, турбинки, аквариумные компрессоры, тестирую их производительность, тестирую их мощность, обороты тестируем и смотрим, из чего же лучше сделать дымонагнетатель. Какой дымонагнетатель будет работать эффективнее, а какой нет.
Вот. Также зайдите на этот канал на мой, на YouTube, вот, и посмотрите этот ролик. Так, ну, в принципе, все. Переходим, подписываемся, ставим лайки, не забываем, пишем в комментарии все, что вы думаете об этом аппарате. Хотели бы вы себе такой аппарат или нет, можно обсудить. Всем отвечаю, вот, только без мата. Да, если будут какие-то неадекваты, я этих адекватов баню, сообщения эти, все комментарии удаляю, которые, так скажем, некорректные. Вот. Имеется мат и оскорбление. Так, ну и все. На этом я заканчиваю. Всем пока, до новых встреч.